Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. 1. Кто-то специально разделил кровати Чангука и Чимина. 2. Оказывается, изначально заглавная песня Чимина была гендерно-нейтральной. 3. Самый смешной комментарий, который я когда-либо читала. 4. Намджун пытается отвлечь Чангука, чтобы тот перестал смотреть на Чимина. 5. Чимин и Чангук говорят на русском. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Почему смеялись Чимин и Чангук? Оказывается, что кто-то раздвинул кровати и поставил между ними тумбочку. Ночной выключатель не должен быть за вашей головой. Он должен находиться над прикроватной тумбочкой, как и у левой кровати. Очень любопытно. Поговорим об этом еще немного. Многие люди отметили, как было немного странно видеть Джикук смеющимся над тем, какую кровать выбрать. Это сцена в кадре из последнего трейлера. Почему они смеются? Я знаю, это звучит как излишняя подозрительность по отношению ко всему. Итак, почему они смеялись? Что в этом было такого смешного? Может быть, они просто ожидают чего-то другого от своей комнаты, или они уже хихикали над чем-то другим, а потом я увидела этот пост. И я была в шоке, потому что я всегда была очарована детективными способностями таких людей, я никогда не замечала этих деталей. Это имеет смысл, так много смысла. Так что моя новая догадка такова: Чимин и Чангук знают, что в комнате теоретически была только одна кровать, и положение ночного переключателя подтверждает это. Вероятно, персонал отеля, увидев, кто забронировал камеру, зная, что это двое мужчин, решил, что лучше разделить кровать. Вероятно, Чигу посчитал это забавным, потому что мы знаем, что они уже делили кровать в лагере в США, и я думаю, они довольно спокойно относятся к тому, чтобы делить место, где они спят. Они смеялись, потому что думали, что это было лишним. Это могло быть причиной, по которой они нашли что-то смешное. Персонал был жестоким, Чимин и Чангук просто хотели обниматься. Обожаю подпись к этому видео. Почему они ведут себя так, будто никогда не носили одинаковых пижам и не видели двух односпальных кроватей в одной комнате? Одна из версий Ху, вероятно, что начальная, была обращением не к ней, Шихёр, а к тебе, Юйор. Изначально песня была гендерно-нейтральная. Но ты, все, что я вижу по ночам, но ты всегда в моих мыслях, подарю тебе мир и многое другое. То же самое было с Like Crazy, когда он не использовал ни одного местоимения. Ну что, вот и этого дождались. Делаем вывод: 6 песен в альбоме Чимина были гендерно-нейтральными, кроме Ху, в которой он не является автором.
Оказывается, и в ней, в оригинале песни Who, не было местоимений «she», и использовались слова «ты» и «твой», но авторы этого трека решили поменять местоимения. Хихиканье Чимина продлевают жизнь. Мне нравится эта песня в паре с ними. Особенно Чангук. Потому что он действительно был таким. Я вижу его, и он мне нравится. Я хочу его. Я его получу. У этого мужчины был план, и он его придерживался. Вы тоже можете получить того, кого хотите, проявив упорство. Следуйте простым советам Чангука. Спросите, голоден ли объект обожания. Скажите, что вы его накормите. Затем отведите его в парк развлечений и снимите это на видео. Затем добавьте на отснятый материал песню, гимн о любви геев и загрузите на YouTube, чтобы весь мир мог его увидеть. Если вы используете этот простой метод, вы тоже можете получить мужчину своей мечты. Независимо от того, что говорит лидер, Чангук должен смотреть на Чимина. Его даже в чувство никто не может привести, кроме его парня. Намджун пытался. Просто рассуждение о том, как Чангук каждый раз исполняет все желания Чимина. Мечтой Чимина было отправиться в Диснейленд. Его мечтой была Япония, а еще его мечтой было поехать в отпуск наедине с Чангуком. Его спросили, может ли он отправиться в любую точку мира, и он ответил, что хотел бы оказаться у океана с Чангуком, держась за руки. Чангук не только исполнил все его мечты, но и в конце концов сделал так, что Чимин и Чангук остались наедине на лодке и вместе смотрели на океан. Не могу больше сдерживать слезы. Чимин готов пойти куда угодно, лишь бы быть с Чангуком. Чимин готов попробовать все, что угодно, лишь бы быть с Чангуком. И наоборот. У них будет 8 эпизодов, чтобы доказать это. Когда ты замечаешь Чангука и то, как он просто смотрит на Чимина. Чангук, который всегда заставляет своего малыша Чимина улыбаться. Чимин останавливается, чтобы подразнить Чангука. Просто небольшие рассуждения о том, что нас ждет в шоу Чимина и Чангука. Будучи фанатом BTS, я могу сказать с уверенностью, что в шоу о путешествиях не будет ничего, что могло бы быть воспринято негативно, если только вы этого не захотите. Судя по всему, Чимин и Чангук будут больше похожи на себя, чем обычно в таких шоу,
которую устраивает группа. Например, не будет еще 5 человек, чтобы развлекать зрителей, поэтому они знали, что внимание будет сосредоточено только на них, и они решили не подвергать себя, что, кстати, здорово для нас. Мы получили неотфильтрованного Чимина в Golden Closet Film в Токио, потому что он не знал, что их поездка приведет к видео для YouTube. И теперь они снова путешествуют вместе, наслаждаясь обществом друг друга, не ведя себя как айдолы, выполняющие работу. Возможно, у людей, которые хотят разбирать каждое слово, есть боеприпасы, но мне жаль их за то, что они не понимают, что способность говорить что-то кому-то, не думая, это высшее проявление близости. Желаю найти вам того, чье лицо светится, как у Чангука, когда он слышит голос Чимина. Хасок подписал форму солдата, который сегодня закончил службу. Поздравляю с увольнением, и я верю, что у тебя все будет хорошо в любое время и в любом месте. Чимин, флиртующий с Чангуком на сцене, мой наркотик. Ух ты! Просто понаблюдайте за глазами Чангука, и вы узнаете, кого он выбрал. И в конце Чимин сражается из-за Чангука. Давайте поговорим о том, как соседи действительно пугающе вели себя в последние месяцы. Чимин и Чангук могли бы буквально целоваться в шоу, а соседи все равно нашли бы способ все переиначить. Печально, что они не могут принять это, даже если у Чимина и Чангука нет романтических отношений. И сколько бы они ни пытались свести на нет моменты между Чимином и Чангуком, это все равно не сделает их пиринг истинным. Это их главная проблема, они думают, что развенчание отношений Чимина и Чангука – это момент для их пиринга, но их шип просто не существует, я не сомневаюсь. А их постоянные попытки найти хоть что-то, честно говоря, смешны, потому что это делает их похожими на сумасшедший культ. В моем представлении это нормально, быть типа боже, они были бы такими милыми. Давайте прочитаем фанфик о них, для развлечения. Но мы должны найти что-то, чтобы сделать их реальными, даже если это невероятно, тип шиперов, пугающий. Чангук хочет, чтобы Чимин был рядом с ним, потому что он приносит ему уровень комфорта, который никто другой не может предложить. Пусть это будет прикосновение, ласка, объятие или улыбка. И в то же время по-своему заботиться о Чимине. Чимин сказал, в альбоме Muse много жизнерадостных песен, но я хотел попробовать иной подход для заглавного трека «Who».
В этот раз было сложнее писать текст. Надо было притворяться, чтобы пройти через тот опыт, которого у меня не было до этого. И он настолько глубоко почувствовал своего героя, что каждый его взгляд и движение были естественными до невероятного. Настоящий актер и мастер своего дела Пак Чимин. Этот Чимин, позволяющий Чангуку попробовать первому, прежде чем откусить самому. Чимин сказал: после упорной работы над написанием всех текстов и писем, мы создали еще одну фан-песню. И мы наконец-то смогли ее записать Closer Than This. Эта фан-песня – моя первая запись после завершения всего промо. Поэтому я чувствую себя действительно потрясенным. Текст этой песни взят из писем, которые написал, и именно поэтому я так ее люблю. Надеюсь, вы скоро сможете ее послушать. Это единственная песня, которую я хочу спеть вместе со всеми участниками. Я не могу перестать смотреть это видео. Чимин такой милый. Информация о Хосоке с выпускной церемонии стажеров. Я пошла на выпускную церемонию моего брата и увидела Хосока. Удивительно, что он был даже главным помощником преподавателя, который обучал моего младшего брата. Мой младший брат рассказал мне, что он хвастался тем, что среди всех песен BTS песня Microcosm была его любимой. И он был так добр и хорошо заботился обо мне. Сегодня на выпускной церемонии высокопоставленный человек похвастался, что в нашем отряде есть суперзвезда Хосок, которым мы гордимся. Мы все аплодировали, поскольку у него были последние стажеры, которым он преподавал до того, как его уволят из армии. Маленькая рука Чимина на пышной груди Чангука. Я отказываюсь принимать тот факт, что эти люди среди нас. Коротко о комментариях соседей. Честно говоря, звучит так, будто это пишет 10-летняя девочка, которая вымещает свой гнев на Чимине. Скорее всего, она отождествляет себя с Тэхёном. И она уже пофантазировала, как Чангук влюблен в Тэхёна. Не забывайте, что в своей голове она и есть Тэхён, то есть Чангук влюблен в нее. Но есть Чимин, которому Чангук уделяет все свое внимание. И, конечно, ей это не нравится. Давайте просто посмеемся. Чангук и Тэхён не для камер, так что закрой свой рот. Они подходят друг другу идеально, а вот твой Чимин лишний в группе BTS. Посмотри на его щеки. Тэхён самый лучший и его муж Чангук, а ты знал, что они женаты. Когда они были в Париже, они поцеловались и женились. Я это знаю лучше тебя, так что замолчи. Они женаты, просто они не рассказывают об этом, потому что боится, что их захейтят. А твой Чимин не подходит Чангуку, он всегда лезет, ты посмотри на лицо Чангука. Это все фан-сервис. Чангук и Тэхён были вместе в Диснейленде, но они об этом не говорят.
Еще в шоу, где Чангук и Чимин снялись, был его жених Тэхён. Если присмотреться, там на снегу следы от кроссовок – это размер Тэхёна. Он был рядом со своим мужем. Но Чимин специально мешает им вместе жить, потому что он завидует Тэхёну. Ну, конечно, он самый красивый и более спокойней, чем Чимин. Он всегда был лишним. Чимин всех обманывается специально, он выглядит как ангелочек, но на самом деле дьявол. Он сатана, он мешает жить влюбленным парам. Перестань писать, что Чимин хороший. А еще Чангук поцеловал Тэхёна за сценой. Я это видел, но просто не записал видео, потому что, если увидят такие, как ты, будет просто истерика у вас. Обожаю, когда Чангук не может оторвать глаз от своего симпатичного Чимина. Красивая улыбка Чангука, пока он смотрел на своего парня. Рассуждения о возможном появлении Тэхёна в шоу Чимина и Чангука. Вопрос. Я искренне хочу, чтобы в Are You Sure не было Тэхёна, а если и будет, то как можно короче, а не целый эпизод, не дай бог больше одного эпизода. Не то чтобы мне не нравились Вимингуки вместе, но мне надоели эти соседи, которые слишком много анализируют и сравнивают каждое действие и взаимодействие. Я просто хочу насладиться Чимином и Чангуком в мире, хотя бы раз. Кроме того, учитывая, сколько ненависти уже получили шоу и Чимин, в частности, я действительно считаю, что они не заслуживают никаких милых моментов между Тэхёном и Чангуком, которые появятся в результате. Учитывая их отвратительные отношения, они должны довольствоваться своими постами в Инстаграм с прошлого года, и все. Они не заслуживают ничего большего. У Тэхёна уже было свое собственное шоу со своей командой, поэтому у них много контента от него, тогда как мы, фанаты Чимина и Чигу, ждали этого годами. Ответ: я согласна. Несколько минут назад я читал на Твиттере обсуждение на эту тему. Это шоу о Чигу, так что перестаньте хотеть других людей там, или что-то в этом роде. Очевидно, все были против этого. Все фанаты АТ-7 обсуждают, если вы любите каждого участника, вы должны быть счастливы за каждое взаимодействие. Да, если бы только это было правдой о желании Тэхёна в шоу. Правда в том, что они, вероятно, шиперы, или люди, которым не нравится Чигу как пара, и больше нравятся другие участники, также известные как антифанаты Чимина. Одна из этих категорий в любом случае. Категории, которые хотят чего-то иного в шоу, чем просто Чимин и Чангук. Кроме того, единственная мысль о реакции соседей вызывает у меня головную боль, честно говоря. Для меня раздражает не тот факт, что Тэхён, вероятно, будет в шоу, а то, как фандом придает этому значение, как будто его присутствие в одном эпизоде меняет тот факт, что шоу – это шоу Чигу. Как будто Тэхёна в одном эпизоде волшебным образом сделает все шоу опытом Вимингуки. Если его нет в шоу, то это потому, что Чангук и Чимин хотели делать шоу вместе, только они, примите это. Это ненормально, что первое, а в некоторых случаях и единственное, что сказали многие армии после первого тизера, было они встретятся с Тэхёном на Чиджу, типа «Окей». И что? Это не значит, что все должно быть АТ-7, и это также уважительно, что если шоу о двух участниках, то они – его звезды, а главная тема – присутствие третьего лица – неуважительно. Странно. Вот и все. Пример. Если Хосок делает телешоу о чем-то, и в одном эпизоде есть «Я не знаю, Намджун», это мило. Но если все говорят только о присутствии Намджуна, то это как-то неуважительно, потому что это шоу Хосока.
Как вы уже догадались, я ненавижу эту часть фанатов. Многие из них буквально не могут критически мыслить, если рядом есть Тэхён. Чангук – просто их фантазия, как будто он марионетка, и прежде всего, они завидуют Чимину. Именно поэтому шоу является такой горячей темой в фандоме, потому что значительной части фандома не нравится идея Чимина и Чангука сделать совместное шоу. К тому же, в этот момент они поняли, что Чимин и Чангук действительно отличаются от остальных, и это большая проблема для их фальшивого АТ-7 маленького сердца. Обычно фанаты, которые утверждают, что они большие АТ-7, самые худшие, потому что они ослеплены необходимостью постоянно делать все АТ-7. Вздохните, им что, 12 лет? Если они настоящие АТ-7, то они поймут, что каждый участник должен иметь свое собственное пространство для сияния и быть главным героем в своем собственном проекте. В данном случае Чимин и Чангук решили разделить его, но только с ними, иначе в шоу будут другие имена на постерах. Единственное решение – это стараться не участвовать и следить только за Чимином и Чангуком, которые будут наслаждаться этим спокойствием. Вы видели, чтобы Чангук смотрел на кого-нибудь так же, как он смотрит на Чимина? С такой любовью, с такими эмоциями, словно он центр вселенной. Эти глаза передают то, что он чувствует. Ху Чимина достигает нового пика, 73-го места в чарте лучших песен Apple Music Великобритании, жанр поп-музыка. А теперь я хочу показать видео, которые меня шокировали. Я случайно наткнулась на это видео с Чимином, а потом побежала искать такое же с Чангуком. В общем, Чимин говорит по-русски. Таки отчал. Да. Сонная бабуните. Вы спросили, что с рукой. Я немного поранил ее во время спорта. Я совсем забыл об этом и продолжил интервью, не подумав, что это может вас беспокоить. Извините, я забыл об этом. А теперь приготовьтесь посмотреть это же видео с Чангуком. Напишите о своих чувствах в комментариях. Честно говоря, для меня это было так странно. Standing next to. Yeah. Итак, 그게는 песня, конечно, действительно очень хорошая, но больше всего меня зацепил ее внешний вид и образ, который был просто потрясающим. Я увидел величественный и великолепный образ, и мне сразу представилось, как я исполняю эту песню на большой сцене. Поэтому я подумал, что это самая подходящая песня для заглавия этого альбома, и вот выбрал ее, например, вот. Поэтому эта песня мне очень дорога. Процесс записи был очень трудным. Тот факт, что Чимин и Чангук прошли 3 раунда собеседований и отбора, просто чтобы служить вместе, а затем выбрали лагерь Джина из 12, которые они могли выбрать. Как Чимин и Чангук выбрали 5-й отряд Джина. В августе первое объявление о наборе солдат-компаньонов на декабрь было опубликовано в Управлении кадровых ресурсов. В 5-й дивизии набор всего 50 человек. Первая подача заявок началась 29 августа и продолжалась до 5 сентября. Первый отбор проходил в сентябре, а отбор в октябре. А в дополнительном наборе в сентябре было указано, что 5-я дивизия наберет 38 человек. В случае с 36-м отрядом Хосока подать заявку на объявление о наборе можно было в ноябре 2023 года или в марте 2024 года. 5-й дивизион Джина – это один из дивизионов-создателей с богатой историей и традициями. Среди профессиональных солдат бытует мнение,
что они могут получить высший ранг, если у них есть опыт работы в подразделении производителей. 5-я дивизия была создана после обретения Кореи независимости в 1948 году. Вскоре разразилась Корейская война. В районе расположения дивизии шли жесточайшие бои. В годы Корейской войны было много жертв. Чем ближе число к 1, тем дольше история объекта. И они находятся на передовой. Это самые мощные юниты. Это подразделение, в котором используется современное оборудование, такое как танк, ракета, вертолет, проникновение в здание, стрельба и перехват дронов.